Его надо заполнить. Если вас нет в социальной сети, то вы не существуете. Уже не столь важно, какую жизнь вы ведете в офлайне, важно то, что доходит до онлайна. И современные площадки для обмена мнений созданы конкретными корпорациями с конкретными или не всегда правилами. И получается, что создатели платформы определяют направление обсуждения пользователей. Ну, например, про белых говорить плохо можно, а если критикуешь черных, то можно словить бан. И я это не про цвет кожи, а просто схематично про одних и вторых. Львиная доля социального общения происходит в соцсетях, туда приковано наше внимание, а значит правила, вводимые корпорацией, влияют на наше поведение. Более того, даже на наше сознание. За примерами далеко ходить не надо. Есть один сайт, который начинал как ламповый видеохостинг, а сейчас превратился в главную трибуну 21 века. Это раньше создатели озвучивали свою миссию наивно. Просто сайт, где каждый юзер может смотреть, загружать и делиться видосиками. And that's cool. And that's pretty much all there is to say. А потом как понеслось. Продажи Гуглу, монетизация, реклама, миллиарды на детском контенте, мошенничество, дорогой продакшн и множество правил, которые должны регулировать этого медиамонстра. Сначала были однозначные правила. Типа порнуху и расчлененку тут не найдете. Но позже начали добавлять ограничения на деликатные и спорные темы. Они, собственно, прям так и пишут. Спорные темы. Чтобы авторы подумали несколько раз, никого контент не оскорбляет, не обижает и сохраняет ли атмосферу позитива. И совсем недавно YouTube вышел на новый уровень. Он добавил самоцензуру. Значит, смотрите. Сейчас абсолютно все ютуберы оценивают свой контент на предмет угодности платформе и ее рекламодателям. Мы обязаны указывать, если есть, например, нецензурная брань. Но не все так просто. Затем автор думает, окей, допустим, я сказал слово «хуй». Но так как это я сказал после 30 секунд, и этого слова нет в названии выпуска, то монетизация останется. А вот если в названии, то ай-яй-яй, никаких денег ты не получишь. Но это еще ладно. Этот момент можно просто понять логически. Подожди 30 секунд и можешь немного поматюкаться. Но вот когда речь касается тех самых оскорблений, тут не очень понятно. Вот смотрите. Если есть критика некоторых групп без цели оскорбления, то вроде ок. Но в то же время, если эти группы в принципе могут оскорбиться, то уже нельзя. Причем даже если все в образовательном и новостном контексте. Как удержать грань между неимением цели оскорбить и имением возможности оскорбиться, непонятно. А вот еще мое любимое по поводу насилия. Любые сцены насилия лучше показывать вот таким образом. А показывать беспредел со стороны правоохранительных органов нельзя, даже в образовательном контексте. И вот получается, что мы при публикации думаем, а не задевает ли это чьи-то чувства, а не показали ли мы сцены насилия? И тут важный момент. Мы начинаем об этом думать сами. При написании текста, при его редактуре, при визуальном ряде, лишь бы не нарушить правила платформы. А при постоянной саморедактуре это осаждается на сознание. Тут хочешь не хочешь, побоишься сказать что-то против БЛМ или феминисток. Это я например. У нас, кстати, так и осталось демонетизированным видео о протестах БЛМщиков. Вот, кстати, даже тут я сначала хотел сказать «погромы», а потом сам себя цензурировал. Эти правила уже в моей голове. Или видео о феминизме, которое просто не подходит рекламодателям. Хотя ни в первом, ни во втором видео не было ни оскорблений групп, ни сцен насилия, но, видимо, темы, так сказать, деликатные. Есть возможность оскорбиться. Я еще попытаюсь сказать об одном очень старом видео. Люди устали от кекса. В общем, как-то так влияет эта платформа на автора. А если вы думаете, то какое дело вам до этого всего? То вы же зрители, вы конечные потребители, до вас доходит немного кастрированный контент. Изначальная позиция автора преломляется, и вот хочется сказать больше, но не может. Только вы не подумайте, я сейчас не жалуюсь. Благодаря Ютубу мы вообще существуем, и все тут собрались. Если бы не эта площадка, пришлось бы идти на завод. Просто это лишь отражение нашей реальности.
Интернет-площадки занимают важное место, влияют на наше поведение, восприятие и даже сознание. Они управляются алгоритмами, выверяют ваши предпочтения, подстраиваются под ваш стиль жизни и, да, закладывают свою призму восприятия. Пока эти алгоритмы строят люди, и у вас есть возможность принять участие в цифровой экономике будущего. Тем более тем, кто знает, как обучать нейронные сети, готовы платить приличные деньги даже на начальном уровне. В школе, которая фокусируется исключительно на программировании, бигдата и аналитике данных, стартует курс Data Science. В Skill Factory знают, как тяжело приступить к новому, совмещая с работой. Поэтому вас ждут гибкий график, удобный темп, помощь и поддержка кураторов курса, чтобы вы точно дошли до конца. Вы пройдете 10 кейсов из реальных сфер, а 80% обучения будут практикой, которые ведут эксперты из Яндекса и Nvidia. Также Skill Factory может подсобить с трудоустройством в эти компании. Для погружения в Data Science находится ссылка в описании. Главное, не забудь указать промокод MyGap, чтобы получить скидку максимальную 55% до конца месяца. После уже 45%. Поэтому не тяните, переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку. А мы с вами продолжим делать то, зачем тут собрались. Мы будем играть в игру, где создателям важен исключительно позитив, потому что это значит больше рекламы, а значит больше денег. А мы сами сглаживаем углы в своей речи, чтобы не попасть под ограничения. Ведь, конечно, заинтересованы в просмотрах и доходе. Все из игроков понимают, что происходит, но говорить об этом как-то не принято. И если вам по кайфу такие игры разума и возникающие вопросы, на которые сложно ответить однозначно, то мы продолжаем. Итак, в начале этого года Рунет потрясло событие, которое прямо влияет на жизнь каждого человека из стран бывшего СНГ. Трампа заблокировали в Твиттере. Да вы охренели, что ли? После чего начался настоящий социальный хаос. Куча людей начали называть это цензурой, другая куча орать, что цензура может исходить только от государства. Третьи вообще начали сравнивать с Россией. В общем, произошел настоящий трэш, микс и, как говорил классик, по принципу такого компота. Давайте сначала про аналогии, возникающие у нас в голове. Самое дикое для меня было это попытки сравнить ситуацию с Россией. Если вдруг вы из бункера, напомню. После поражения Трампа на выборах, он результаты выборов не признал и начал их оспаривать. Чтобы прочувствовать, насколько нелепо натягивать американского орла на российского медведя, надо представить просто следующее. Владимир Путин проигрывает выборы президента. Затем идет в Верховный суд обжаловать решение, а Верховный суд ему в этом отказывает. Согласитесь, воспринимается как какой-то оксюморон. Но там как раз такое произошло. Действующий президент проиграл, обратился в суд, а Верховный суд отказал. Притом тут даже не получится создать образ зла из демократов, которые всех купили. Дело в том, что верховные судьи — это республиканцы. Только 3 из них были назначены демократами, а 3 вообще конкретно Трампом. И вот эти судьи не нашли основания для пересмотров результатов выборов. У меня вообще родилась гипотеза, что русскоговорящие так охотно придумывают образ единой силы, контролирующей всю жизнь внутри других стран, потому что сами привыкли жить при вертикали власти. Не может же быть как-то по-другому, что 3 ветви власти не подчиняются одному игроку, а контролируют друг друга и конкурируют между собой. Ладно, тут меня занесло. Суть в том, что 6 января Трамп собрал своих сторонников возле Белого дома и зарядил их бодрой речью. Заряд был примерно таким. Our country has had enough. We will not take it anymore, and that's what this is all about. And to use a favorite term that all of you people really came up with, we will stop the steal. We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. And we're going to the Capitol, and we're going to try and give. The Democrats are hopeless. После чего началось то, о чем вы знаете из новостей как штурм Капитолия.
с вот такими прикольными фотками шаманов, радостными мужиками и воришками. Но, к сожалению, закончилось все не так радостно. Результатом стало 5 унесенных жизней. После чего Твиттер вынес сначала предупреждение Трампу. Заблочил на время, но Дональд затихать не собирался. Написал примерно такое. За меня проголосовало 75 миллионов великих американских патриотов. Их голоса будут иметь гигантский вес долгое время. Они не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению в любом виде, в любой форме. И всем, кто спрашивал, я не буду присутствовать на инаугурации 20 января. Твиттер воспринял это очень серьезно ввиду недавних трагичных событий и уже забанил Трампа. А потом к бану присоединились практически все корпорации. И вот опять возникает вопрос, как к этому всему относиться. Эта ситуация требует конкретной оценки лично вашей. Зависит от того, какая картина у вас в голове. И я гарантирую, с добавлением деталей эта оценка будет меняться. Смотрите. Трампа забанили в Твиттере. Сволочи! Это цензура! Трампа забанили в Твиттере и вообще во всех платформах. Все эти платформы контролируют демократы. Трампа забанили в Твиттере и вообще во всех платформах, потому что его действия привели к реальным гибелям людей, а его аргумент, что выборы сфальсифицированы, не подтверждает ни одна инстанция, даже те, в которых работают его соратники. А заблокировали его каскадным эффектом, потому что бизнесу не хочется иметь такого токсичного пользователя, чьи действия недавно привели к беспорядкам и гибелям людей. Давайте пообсуждаем. И тут на сцену выходят разные вопросы, типа, а контролируют ли демократы все корпорации? Испортил ли Трамп самолично свои отношения с платформами? Адекватны ли были выключения серверов Parler? И что такое свобода слова? В этом выпуске мы остановимся на последнем – свобода слова. Что это вообще такое? Свобода говорить вообще все, что вздумается, что у тебя в голове. А что если это голова психопата или террориста? Да, в этом случае мы можем отсечь какие-то очевидные вещи, типа конкретных призывов идти и убивать. Но вот иногда случается, что и без конкретных призывов случаются летальные исходы. Если представить, что мы все роботы, то от Трампа не было команды идти, громить и убивать. Он лишь сказал, что просто мы идем к Капитолию. Про остальное там не сказано. Но люди-то не роботы. Это вы, отдельно сидя на диване, на другом континенте, умные и со всяким там критическим мышлением. А вот в реальности тот его спич привел к, мягко говоря, неприятным последствиям. Или как относиться к его высказываниям, что коронавирус не страшнее гриппа? Ладно, это куча хайпажоров здесь, на Ютубе, на заре пандемии выступали с такими тезисами. Но слышать такое от президента США? На скольких людей это могло повлиять? Скольким людям не оказали помощь из-за высокой нагрузки больниц? А кто-то, может быть, дождался бы вакцину. А кто поверил ему и решил, что препараты от малярии работают против коронавируса? Вот где здесь свобода слова, а где пора банить психопата? Тут мы переходим к позиции судьи. Того, кто оценивает и выносит вердикт. Вот даже сейчас вы оцениваете его действия Твиттера и мой текст. Это прекрасно, но в конечном счете на вас не лежит бремя ответственности перед человечеством. Максимум бремя лайка или дизлайка, и нагадить в комменты еще можно. А за Дональдом наблюдали 89 миллионов человек. И его слова могут быть истолкованы по-разному. К примеру, вот финальный твит о том, что его не будет на инаугурации, истолкован Твиттером как «можно спокойно совершить какую-нибудь пакость присутствующим, ведь меня там не будет». И понятно, что я этот твит так не восприму. Вы это так не воспримете. Но учитывая недавний, так сказать, штурм Капитолия и жертвы, тут уже могло произойти всякое. Но кто вот это все должен решать? Наверное, суд, скажете вы. Но в наше время суды устарели. Они просто не успевают реагировать. Точнее как, они продолжают решать вопросы воровства, грабежа, насилия и прочего. Есть у них в ведомстве истории, переходящие из офлайн в онлайн, например, онлайн-мошенничество. Но вот чисто онлайновые истории, в которых речь идет о влиянии на сознание, это уже судят платформы.
Они современные судьи. И кроме них это никто не может сделать. Это очень просто объяснить. Платформы-то их, они могут работать с большими данными и быстро реагировать на появившийся твит. Скорости исполнения нарушения и реакции на нарушение куда быстрее судов и отвечает современным потребностям. И хотим мы этого или нет, мы зависим от их восприятия хорошего и плохого. И тут я добавлю личного мнения. Если брать в сухом остатке, для меня история с Трампом выглядит именно как максимально публичный человек, который дорвался до власти и не хотел ее отдавать, заранее не рассматривал вариант поражения. Will you commit to making sure that there is a peaceful transferal of power after the election? Get rid of the ballots, and we'll have a very peaceful. There won't be a transfer, frankly. There'll be a continuation. Никак не признавал все факты об отсутствии фальсификации, побудил людей fight like hell в Капитолии, где в итоге погибли люди. За что бизнес не захотел оказывать ему дальнейшие услуги. Никто же не возмущался, когда Шкода и Нивея отказалась спонсировать хоккейный чемпионат в Беларуси. Потому что злодей там наиболее явный. Да и речь не о свободе слова, а о деньгах. Поэтому у большинства людей не было эмоционального отклика. Ну тогда можно вспомнить другой, более близкий пример. Где были эти противники цензуры, когда блокировали Инстаграм Кадырова? Тогда Facebook вообще заявил открыто, что исполняет решение американского законодательства. Но что-то это сильного гнева у публики не вызвало. Нас больше волнует блокировка американской компанией американского президента, нежели чем руководителя, на минуточку, субъекта федерации. Гэб, ну вот ты попадешь в похожую ситуацию, заговоришь по-другому. Но я был в ней. И есть в ней. Вот эти видео на спорные темы у нас без монетизации до сих пор. Более того, когда началась история с коронавирусом, YouTube взял и решил всем, кто хоть как-то высказывался по этой теме, сбривать монетизацию без разбора. И правильно делал. Да, лично мы пострадали, но зато сколько отсеяло тех, кто снимал исключительно ради баблишка. Потому что тогда эти ролики ой как собирали. И это мы не сейчас так говорим для красного словца, мы это говорили и раньше. Да и в целом вся эта ситуация с демонетайзом, мы ее оцениваем скорее положительно. Потому что статистически пользы больше. Потому что лучше, если отсеют всех хайпажоров, пусть и пострадают некоторые каналы типа нашего. И да, на данный момент какие-то видео у нас ограничены, какие-то даже удалены. Но большинство-то осталось. Несмотря на то, что судьями нашего общения являются корпорации, в мире, благодаря этим же корпорациям, благодаря существующим площадкам, где люди могут объединяться, связываться и координировать свои действия, эти люди могут взгреть кучу мажористых пиджаков на миллиарды долларов. И этим предложением мы оставим подводку для следующего выпуска. Там будет как раз про координацию людей в интернете. А сейчас мы благодарим поддержаторов на Патреоне и YouTube-спонсоров. А учитывая возможные замедления ютубов, поддержка воспринимается особо. И еще одно доказательство, что в интернет-площадках куда больше добра, чем зла. Так вот, спасибо гэпникам, героям, консулам, верховным магистрам и иллюминату нашего ордена Верштейну. А мы скоро вернемся. Увидимся на следующей встрече. Yeah.